Когда Сара и Майкл Джонсоны впервые познакомили свою малышку со своим питомцем Хаски, они волновались, как она отреагирует. И когда однажды ночью девочка начала реветь, они были шокированы реакцией собаки. Появление на свет маленькой Лили было встречено с радостью и волнением, несмотря на то, что она обладала легкими, которые могли бы соперничать с самыми могучими оперными певицами. Казалось, что ее недосыпающие родители ничем не могли помочь бедной малышке, которая кричала до тех пор, пока чуть не теряла сознание. Сара и Майкл перепробовали все, чтобы успокоить ее, но казалось, ничто не могло остановить непрекращающийся вой, который эхом разносился по их дому в любое время суток. Их отчаяние росло по мере того, как крики их драгоценной дочери только усиливались. Именно во время одного из таких приступов безутешного плача появилась их спасительница. Джулия, их верная сибирская хаски, была с ними задолго до появления Лили. Джулия была нежной и интеллигентной компаньонкой, которая присутствовала при рождении ребенка и была источником утешения для нее в трудные времена. Когда Лили начинала плакать, Джули часто подходила к ней с озабоченным выражением в своих поразительных голубых глазах, а ее пушистая белая шубка делала ее похожей на ангела-хранителя. Но Сара и Майкл были весьма осторожны, чтобы она не подходила слишком близко к их ребенку. В конце концов, они слышали много страшных историй о том, как собаки негативно реагировали на новорожденных. Сара и Майкл удочерили Джули, когда она была еще щенком. Их привлекли ее пронзительные голубые глаза, мягкая шерстка и теплота в сердце. Они слышали о ее нелегком прошлом, о том, что первые хозяева бросили ее, нашли бродящей по улицам, голодной и напуганной, а затем забрали в приют. Она выжила, и ее стойкость завоевала сердца ее новой семьи. С того дня Джули не проявляла ничего, кроме любви и преданности. Тем не менее, они немного беспокоились о ней, когда узнали, что беременны. В конце концов, она всегда была центром их жизни, и ей никогда раньше не приходилось ни с кем конкурировать за их внимание. Именно это заставило Сару и Майкла немного поволноваться о том, как она отреагирует на появление ребенка на свет. На протяжении всей беременности Сара находила Джули довольно неуловимой. Она больше не обнималась с ней и часто просто останавливалась как вкопанная, смотрела на нее, а затем уходила. Это еще больше усилило их опасения по поводу реакции Джули на их ребенка. Обычно собаки хорошо известны своей милой реакцией на беременность хозяйки, но поведение Джули было совершенно иным. На самом деле все было как раз наоборот. Если бы она так реагировала на ребенка, все еще растущего в животе ее хозяйки, то что бы она чувствовала и как бы вела себя, когда ребенок наконец появится на свет? Но когда у Сары начались схватки и они начали готовиться к домашним родам, Джули преданно осталась рядом со своей хозяйкой. Впервые за несколько месяцев Сара увидела, что ее милый щенок по-настоящему заботится о ней. Джули утешала ее во время схваток и придала ей сил для успешных родов. Именно в этот момент Сара должна была осознать, какой потенциал у Джули в умении успокаивать своего ребенка. Возвращаясь к настоящему моменту, Джонсоны продолжали бороться с тем, что их дочь кричала снова и снова. Ее постоянные вопли стали причиной ссор между ними как парой и в целом превратили их семейную жизнь в сущий ад. Но пока они обсуждали возможность повторного обращения к ее педиатру, произошло нечто удивительное. Поскольку Лили продолжала хныкать, Джулия осторожно подошла к ней.
Она уткнулась в ребенка своим холодным носом, проявляя удивительную нежность. Казалось, собака почувствовала боль ребенка и попыталась утешить его по-своему, по-собачьи. Сара и Майкл заметили близость Хаски к своей дочери только тогда, когда увидели, как Лили протянула руку, чтобы коснуться носа Джулии, и затаили дыхание в ожидании. Но собаки, казалось, поняли, что это не просто истерика, и сохраняли стоическое спокойствие, пока малышка размахивала своими крошечными ручками в воздухе. Крики Лили были особенно тревожными, потому что она недавно оправилась от тяжелой болезни. Она провела в больнице несколько недель, и пережитое было мучительным для ее родителей. Это произошло всего за несколько часов, и именно Джулия предупредила их об опасности. Они уложили Лили спать и спустились вниз, чтобы поесть. Всего через час Джули начала буянить, теребить Сару лапами, а затем убежала. Сначала она подумала, что собаке просто захотелось поиграть. Но когда Сара в конце концов решила последовать за Джули, она отвела ее прямиком в палату Лили. Сбитая с толку, Сара вошла и обнаружила, что у ее дочери очень высокая температура, и она кашляет. Затем пара отвезла ее в больницу вместе с Джули. Они с трудом могли поверить, что были настолько неосведомлены о происходящем. Если бы не чутье их собаки, они бы продолжали думать, что с ней все в порядке, и заметили бы проблему гораздо позже. Врачи поблагодарили родителей за то, что они привезли ее так быстро. Оказалось, что маленькая Лили подхватила синусит и нуждалась в неотложной помощи. Ситуация была крайне напряженной для пары. Их малышка выглядела такой беспомощной, подключенная ко всем трубкам и проводам, что Сара и Майкл по очереди оставались рядом с ней в больнице. Их сердца болели за дочь. Они не хотели возвращаться домой и оставлять свою малышку одну, поэтому любезно попросили ее об этом. Джули пришла и составила компанию Лили в качестве собаки эмоциональной поддержки. Больница неохотно впустила ее, и с того момента, как Джули вошла в палату Лили, она вела себя как дополнительная медсестра для своей человеческой сестры. В этот период невзгод связь между ними стала намного крепче. Джулия сидела у постели Лили, и ее крупная, располагающая к себе фигура служила защитным барьером между ней и стерильной больничной обстановкой. Она клала голову на кроватку Лили и иногда, когда медсестры позволяли, нежно облизывала крошечные пальчики малышки, как бы заверяя ее, что она не одинока в этой битве. В самые мрачные часы своей жизни Сара и Майкл находили утешение в пушистом присутствии Джули. Они знали, что их любимая Хаски понимает всю серьезность ситуации и верили, что она делает все возможное, чтобы успокоить их малышку. Когда Лили наконец начала поправляться, они были вне себя от радости, но к их облегчению примешивалось новое беспокойство. Ее бесконечные рыдания проникли в их сердца. До этой неотложной медицинской помощи они никогда особо не беспокоились, когда Лили плакала. Но теперь каждый тихий всхлип усиливал их тревогу. Врачи заверили их, что с ней все в порядке, но каждый раз, когда она начинала плакать, они не могли не задаться вопросом, тоскует ли она только по родительским объятиям или жалуется на что-то более серьезное. Единственным известным ей способом. Вот почему они все еще обсуждали, стоит ли позвать ее педиатра, как вдруг их внимание привлек другой звук. Рядом с Лили, задрав нос к небу, сидела Джули Хаски. Она присоединилась к плачу ребенка, издав свой собственный вой. В едином порыве эти двое воззвали к миру.
Когда Лили поняла, что происходит, она перестала плакать и в замешательстве посмотрела на Джули. Затем Хаски перестал выть и повернулся, чтобы лизнуть ее в лицо, что вызвало у малышки громкий смех. Сара и Майкл не могли удержаться от смеха. Этот милый момент был наполнен чувством огромного облегчения. Смех их дочери не только доказывал, что она плачет не из-за чего-то серьезного, но теперь они также знали, что если Лили когда-нибудь доведет себя до такого состояния, то они могли бы использовать Джули, чтобы успокоить ее. Все их страхи оказались глупыми. Заинтригованный Майкл достал свой телефон, запечатлел трогательную сцену и выложил ее в сеть. Он хотел рассказать о замечательной связи между Лили и Джулией и, возможно, дать надежду другим родителям, сталкивающимся с аналогичными проблемами. Они на собственном горьком опыте убедились, что родители могут доверять своим питомцам, потому что иногда те более компетентны в обращении с детьми, чем кажется на первый взгляд. Видео быстро разошлось по сети, и Джули стала сенсацией интернета. Нежная и чуткая натура Джули покорила сердца бесчисленных незнакомцев, которые восхищались ее преданностью своей сестре-человеку. Подобное поведение медсестры повторялось каждый раз, когда милая малышка немного расстраивалась. Всякий раз, когда Джули слышала, как Лили плачет или суетится, она подходила к ее кроватке и начинала выть или лизать ей лицо. Перемена произошла почти мгновенно. Независимо от того, сколько раз это происходило, Сара и Майкл были совершенно ошеломлены. Они смотрели, разинув рты, как их малыш, который всего несколько мгновений назад был жалким комочком, начал хихикать и ворковать. По мере того, как Лили росла, крепла и ее связь с Джули. Они стали неразлучны, став не только компаньонами, но и соучастницами преступления. Когда Лили научилась ползать, Джули всегда была рядом. Ее пушистый хвостик вилял от волнения, когда она поощряла новообретенную подвижность малышки. Вместе они исследовали мир по-своему, каждый день устанавливая неразрывную связь. Она была явно рада, что у нее есть товарищ по играм, обладающий неиссякаемой энергией, а Сара и Майкл были более чем счастливы позволить своей милой собаке занять малыша в конце напряженного дня. Но преданность Джули простиралась и за пределы игр. Она всегда была начеку, не спуская глаз с Лили, как будто какая-то космическая сила назначила ее опекуном. Когда Лили простужалась или у нее был тяжелый день, Джули прижималась к ней, даря тепло и уют, который может предложить только собака. Шли годы, и Лили выросла энергичным малышом. Она была полна энергии и энтузиазма, всегда готова исследовать мир и узнавать что-то новое. Джули была рядом с ней. Ее мех теперь слегка посерел, что свидетельствовало о течении времени. Их связь только укреплялась, перерастая в негласное взаимопонимание между ними двумя. Однажды летним днем Лили и Джули решили отправиться в приключения. Вооружившись небольшим рюкзачком с закусками, они отправились в близлежащий лес, место, которое никогда раньше не исследовали вместе. Шелест листьев и щебет птиц наполняли воздух, создавая симфонию красоты природы. Лили рассмеялась и побежала под пристальными взглядами родителей, которые медленно следовали за ней, а Джули плелась прямо за ней. Они рассматривали полевые цветы, гонялись за бабочками и даже нашли укромную полянку, где устроили пикник с бутербродами с арахисовым маслом и яблочными дольками. Это был прекрасный день, наполненный радостью и смехом. Когда послеполуденное солнце начало опускаться за горизонт, двое искателей приключений решили, что пришло время вернуться домой
и вернуться по своим следам в безопасный маленький домик. Но когда они приблизились к опушке леса, что-то привлекло внимание Джули. Она остановилась, навострив уши и поводя носом. Это был слабый звук, едва слышный, но Джули сразу же узнала его. Это было хныканье, крик маленького существа, попавшего в беду. Лили, заметив внезапную перемену в поведении своей верной подруги, повернулась к ней с озадаченным видом. «Что случилось, Джули?» Она спросила. Джулия повернулась к Лили. Ее глаза были полны решимости. Она знала, что должна следовать за этим звуком, и хотела, чтобы ее друг-человек пошел с ней. Будучи совсем маленькой, Лили не совсем понимала, что происходит. Все, что она знала, это то, что ее самый верный друг в мире просил ее о помощи, и что она не могла отказать в этом зове. Пока ее родители были отвлечены тем, что шли впереди, они углубились в лес, следуя по следу слабых криков. Вскоре они наткнулись на крошечного брошенного щенка, бело-коричневый комочек шерсти, который дрожал от страха. Его оставили совсем одного в дикой местности, и было ясно, что без посторонней помощи он долго не протянет. Лили смотрела на щенка широко раскрытыми глазами. Она никогда не видела ничего более беспомощного. Джулия, с другой стороны, немедленно взяла инициативу в свои руки. Она нежно взяла щенка в рот, держа его так, как мать держит своего ребенка. Сейчас у нее проявились инстинкты, точно так же, как много лет назад, когда Лили была новорожденной. В связи с новым пополнением в их компании, Джули отвела Лили и щенка обратно к ним домой. Сара и Майкл лихорадочно искали их и были потрясены, увидев крошечного дрожащего щенка, которого они подобрали в лесу. Однако они поняли, что Джули нашла душу, нуждающуюся в спасении, так же, как когда-то была спасена она сама. Семья решила усыновить щенка и назвала ее Дейзи. Со временем Дейзи выросла и стала лучшей подругой Лили, так же, как когда-то Джули подружилась с ней. Они составляли неразлучное трио, разделявшее приключения, смех и любовь. Их связь была нерушимым свидетельством силы дружеских отношений. Когда Дейзи было страшно, она начинала ужасно плакать, и только Лили утешала ее, как Джули учила ее в детстве. Она крепко прижимала ее к себе, кутая в пушистое одеяло, и пела ей, а Джули присоединялась к ней со своим старым добрым воем. Сара и Майкл не могли удержаться от смеха, наблюдая за динамикой. Спустя все эти годы два лучших друга все еще были вместе. Майкл позаботился о том, чтобы заснять и эти моменты, чтобы поделиться ими со своими подписчиками в интернете. Люди не могли насмотреться на трогательные кадры, на которых лучшие друзья утешают маленького щенка. Видеть такую связь, зная, что она возникла, когда Лили была еще совсем маленькой, было просто замечательно. Шли годы, а семья продолжала делиться с миром своими приключениями и трогательными моментами, документируя их необычное путешествие в социальных сетях. Лили, ставшая немного старше, часто сидела с Джули и Дейзи, рассказывая об их приключениях всем, кто хотел слушать. Она рассказала им о том, как они спасли Дейзи, и о том, как в тот момент она поняла, как важно заботиться о тех, кто в этом нуждается, точно так же, как Джули заботилась о ней, когда она была маленькой. Сара и Майкл часто вспоминали о своем тревожном вступлении в родительские права и часто считали своим благословением то, что они спасли Джули все эти годы назад. Во многих отношениях она была их проводником в очень трудное и напряженное время, когда они впервые стали родителями ребенка, который постоянно плакал.
Кто бы мог подумать, что их собака сможет успокоить их ребенка лучше, чем они сами? Какая трогательная история! Не каждый день слышишь о том, что собака может быть лучшим родителем, чем человек. Что вы думаете о реакции Джулии на плач Лили? Вы бы подпустили большую собаку так близко к крошечному ребенку? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели.